Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем вот такой очень простой, но красивый подсвечник. Для этого нам понадобится чистая сухая стеклянная банка. Проверьте, входит ли ваша рука, чтобы вы могли положить в нее свечку. Возьмите черную акриловую краску и кисточку. Так как у меня черная краска густая, я ее немного разбавляю водой. Кистью потолще делаю небольшой набросок, чтобы сориентироваться по размеру и расположению рисунка. Затем я беру тонкую кисть и начинаю прорисовывать детали. Участки побольше я закрашиваю кистью потолще, чтобы было быстрее. Если вдруг вы сделаете неправильное движение и поставите не туда мазок, то ляп можно исправить, вытерев краску сухой кистью с четкими краями. Оставляем сушить. Проходим вторым слоем, чтобы рисунок был плотнее. Оставляем сушить. Проверяем, высохла ли наша краска. Берем белую акриловую краску и старую зубную щетку. Обязательно подкладываем под банку и сзади нее лист бумаги, газету либо пакет, чтобы не испачкать свое рабочее место и вокруг стоящие вещи. Можете надеть перчатки, чтобы не вымазать руки. Краска очень густая, поэтому я добавляю немного воды. Проверяем, как распыляется наша краска на бумаге. И если нас это устраивает, переходим на банку. Я еще попробовала кисточкой, но мне не понравилось, да еще и рисунок заляпался. Поэтому возвращаемся к щетке. Проверяем, равномерно ли мы распылили краску, и если есть пробелы, заполняем их. Оставляем высыхать. Остается последний шаг — закрасить дно банки. Я оставила это напоследок, но дно можно было закрасить и перед напылением снега. Оставляем высыхать. Я попробовала перекрыть рисунок акриловым лаком на водной основе, но он только все испортил. Краска потрескалась и деформировался рисунок.
Поэтому таким лаком покрывать не советую, оставляйте так. Наш подсвечник готов. Опускаем в него свечку и наслаждаемся красотой. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы следить за выходом новых видео. Спасибо и до новых встреч!